Сегодня я буду готовить лобстеров. Да-да, тех самых лобстеров, которые стоят дорого как в розничной продаже, так и в ресторане. В ресторане это блюдо вообще стоит каких-то заоблачных денег. И, честно говоря, такие цены я не совсем понимаю, потому что это просто лобстеры, абсолютнейший белок. Не знаю, известно вам или нет, но вообще вот это было как удобрение в землю, чтобы растения лучше росли. Но теперь это деликатес. Ну да ладно, приступлю к готовке. Ничего сложного в принципе нет. Нужен чеснок, лук, сливочное масло, ну а уже в конце и соевый соус. Если заморачиваться, то приготовление лобстеров это довольно грязное дело, поэтому я перешел к мойке. Первым делом я отрезаю вот эти лапки. Они нам совершенно не нужны. Но с другой стороны, они не мешают готовить. Но принято в ресторанах эти лапки удалять. Поэтому удаляем. Лапки я отрезал. Теперь нужно сам панцирь подрезать. Вот здесь, где пузико. У меня ножницы не совсем такие, как нужны для этого дела. Но, к сожалению, других нет. В общем, вот это вот пузико, это не панцирь, а такая пленочка, панцирированная пленочка. Мы ее по сторонам вот так разрезаем. И раскрываем вот эту вот штуковину. Она нам тоже не нужна. Вот почему нужны хорошие ножницы, чтобы все это ровно отрезать. Ну уж как есть. И, по-моему, вот здесь еще у нас, да, вот такая вот пленочка. Она тоже лишняя, и мы ее тоже убираем. То есть сначала мы убираем панцирированную пленку, то, что потолще, а потом убираем уже самую настоящую пленку. Вот она нам тоже не нужна. А дальше запускаем между панцирем и мясом пальцы и начинаем отделять мясо от панциря. Но само мясо я не отрезаю, а оставляю вот в таком виде. И так я делаю со всеми остальными. Кстати, давайте я один оставлю для того, чтобы показать, как очень просто готовится лобстер без всех вот этих заморочек. Лук обыкновенный, репчатый. Беру чуть меньше половинки большой головки. Очищаю его от кожуры. Нарезать его нужно очень мелко. И вот теперь на мелкие квадратики. Чеснок 2 зубка. Тоже чищу. Еще раз хорошенько раздавливаю. И очень мелко нарезаю. Прям размельчаю все это. Как можно мельче. Можно подавить его еще. Большой кусок растаявшего масла. Раздавливаю его вилкой. И высыпаю сюда лук вместе с чесноком. И все это размешиваю в одну массу. Если не получается хорошенько размешать, можно в микроволновку поставить на 10 секунд, и масло станет более податливым. Ну и наши лобстеры. Разрезаю лобстера посередине. Отделяю еще раз мясо от панциря. И сюда фарширую наше масло с луком. Прям так хорошенько, не жалея. Упаковываем все это обратно и в разрез тоже масло. И так я делаю со всеми лобстерами, кроме одного. 3 лобстера у меня зафаршированы, а что делать с 4-м? Все очень просто. Я его разрезаю пополам. Лапки не трогаю, пусть болтаются, они мне не мешают. И вот так я буду бросать его на гриль. Перехожу с лобстерами на улицу и включаю свой газовый гриль на максимум.
И жду, пока немножко нагреется. И сюда буду выкладывать. Пока все это дело нагревается, я нахожу свою щетку и немножко почищу гриль. Совсем чуть-чуть. Заморачиваться я особо не хочу. Пусть он закроется. Неважно, какая температура, я просто хочу его немножко поднагреть. На самом деле я его закрыл для того, чтобы сходить за чистой тарелкой, куда я буду выкладывать готовых лобстеров. Будем выкладывать. Первый. Второй. Третий. А вот этот, я просто его кладу мясом вниз. Как выглядит сырой лобстер. И будем потом смотреть, как выглядит готовый лобстер. Закрываю. Жду немножко. Ну, через минуту откроем, посмотрим, что там происходит. Время от времени проверяем, что происходит. Готовится. Этот, ну, уже белеет. Переворачиваем. Горячий. Вообще нужно все это делать вот такими щипцами. Но мне что-то лень. Что с этими у нас происходит? Эти томятся в собственном соусе и масле с чесноком и луком. Пусть еще потомятся. Принес растопленное сливочное масло и соевый соус. Потому что я думаю, вот эти уже готовы. Очень важно не передержать, чтобы они не были сухими. Посмотрим на мясо. Вот оно, видите, какое беленькое. Попробуем его. Перебрасываю его на тарелку. А эти пусть еще томятся. И будем кушать вот это. В принципе, это уже вкусно и это уже съедобно. Давайте так, чтобы вам было все хорошо видно. Отдираем мясо. Можно было, кстати, поменьше его держать. В масло. Если вы любите соевый соус, ну, капните его сюда. И макайте в соевый соус. Не, на самом деле, я его не передержал. Оно сочное. Мне больше нравится макать в масло. Соки. Не нужно ничего выдумывать. Вот так готовьте. И будет очень здорово. А те пускай готовится. Вот оно. Мясо. Отрываем. Видите, зачем нужно убирать прозрачную пленку, чтобы оно потом не держало мясо. Сходил я за новой чистой тарелкой. Открываем. Ну, честно говоря, я бы уже доставал показать вам. Я считаю, они готовы. Но я немножко проверю. Моя волшебная вилка. Так, собака куда-то побежала. Понятно. Ну, в общем-то, да. Чё? Ну, вот этот. Давайте сюда его. Вот этот немножко пленочка вот эта. Но я думаю, готово. Давайте я не буду пересушивать. И буду сейчас все это забирать в тарелку приготовленную. И пойду в дом трапезничать. Вот так я их немножко досушу, а сам пойду найду пиво. Кто-то скажет, лобстеры с пивом. А почему бы и нет? Хорошенько, кстати, приготовилась. Это же почти... большая креветка. Которую можно есть с пивом. Пошли в дом. Ну что, будем пробовать? Пиво ничего.
Не буду я заморачиваться вилками. Видите, как оно прямо отходит мясо? Чувствуется чеснок, лук. И вот в этом случае будет очень хорошо добавить соевый соус. Немножко сюда капну. Собака тоже решила перекусить. Ну-ка теперь с соевым соусом. Не буду говорить, что это прям что-то сверхъестественное, но да, это очень вкусно. Единственное, с пленкой я вопрос не до конца решил. И вот, видите, она отрывается немножко с пленкой и потом похрустывает. То есть обращайте внимание на все эти пленки, убирайте их нафиг. На этом все. С вами был Бонифаций, поедающий лобстеров. В общем-то, 3 таких лобстеров без гарнира вполне достаточно. Можно было, конечно, еще пожарить какие-нибудь овощи, там, я не знаю, картошечку молодую. Но что-то мне было лень. Я просто быстро все это дело приготовил и насладился чистейшим белком.